Давайте рассмотрим с научной точки зрения, как наш мозг формирует реальность. Мозг формирует реальность через сложные процессы восприятия, обработки информации и интерпретации. Вот несколько ключевых аспектов, которые помогают понять, как это происходит. Первое. Восприятие. Мозг получает информацию из внешнего мира через органы чувств – зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Эти сенсорные данные преобразуются в нейронные сигналы. Второе. Обработка информации. Мозг обрабатывает поступившую информацию, используя различные области, отвечающие за разные функции. Например, зрительная кора обрабатывает визуальные данные, а височные доли отвечают за восприятие звуков. Третье. Интерпретация. На основе предыдущего опыта, знаний и контекста мозг интерпретирует сенсорную информацию. Это может включать в себя распознавание объектов, определение их значимости и формирование эмоциональной реакции. Четвертое. Создание моделей. Мозг создает внутренние модели реальности, которые помогают прогнозировать и взаимодействовать с окружающим миром. Эти модели могут быть изменены на основе нового опыта, знаний или информации. Пятое. Внимание. Мозг фильтрует информацию, на которую мы обращаем внимание. Это означает, что мы можем воспринимать только часть доступной информации, что также влияет на наше восприятие реальности. Шестое. Социальные и культурные факторы. Наше восприятие реальности также формируется под воздействием социальных и культурных факторов. Окружение, воспитание, образование и социальное взаимодействие влияют на то, как мы понимаем мир. Таким образом, реальность, которую мы воспринимаем, является результатом сложного взаимодействия между сенсорной информацией, когнитивными процессами и личным опытом. Это делает наше восприятие субъективным и уникальным для каждого человека. Так можно ли изменить свое восприятие событий? Да, изменить свое восприятие событий вполне возможно. Наше восприятие во многом зависит от внутреннего взгляда, убеждений, опыта и эмоционального состояния. Вот некоторые способы, которые могут помочь нам в этом процессе. Первое. Осознанность и саморефлексия. Практики осознанности помогают понять свои реакции и мысленные сценарии, что способствует более объективному восприятию ситуации. Второе. Изменение перспективы. Постарайтесь посмотреть на события с разных сторон или представить, как его воспринимает какой-то значительный для вас человек. Третье. Работа с убеждениями. Осознайте свои установленные убеждения и подумайте, насколько они обоснованы. Иногда изменение убеждений меняет и восприятие. Четвертое. Переформулирование. Перефразируйте негативные мысли и убеждения в более позитивные или нейтральные. Например, фразу «Я не могу себе это позволить» на фразу «Я могу себе позволить все, что захочу». Пятое. Обучение и знания. Получение новой информации
или взглядов может расширить ваше понимание ситуации. 6. Психологическая помощь. Работа с психологом может помочь изменить внутренние модели восприятия. 7. Практики благодарности и позитивного мышления. Фокусирование на позитивных аспектах помогает менять общее восприятие событий. Важно помнить, что изменение восприятия – это процесс, требующий времени и усилий. Сильная мотивация, настойчивость и открытость к новым взглядам позволят достичь более гибкого и устойчивого восприятия мира. Рассмотрим способы, с помощью которых человек может изменить свою реальность. Человек может изменить восприятие реальности и формировать желаемые результаты. Этот процесс основан на нескольких психологических и нейробиологических принципах. Первое. Сила мысли. Это техники медитации, визуализации, аффирмации, творчества и другие, которые помогают сосредоточить внимание на конкретных целях и желаниях. Это может усилить мотивацию и желание достигать своих целей. Второе. Нейропластичность. Мозг способен изменить свои структуры и связи в ответ на опыт. Регулярная практика, медитация, визуализации и другие техники могут способствовать выработке новых навыков, привычек или поведения. Согласно ученым, в отличие от так называемой теории 21 дня, для этого требуется от 2 месяцев и более, в зависимости от сложности задачи. Третье. Эмоциональное состояние. Техники расслабления, визуализации, прослушивания любимой музыки и другие, вызывающие положительные эмоции, которые, в свою очередь, могут улучшить общее самочувствие и повысить уверенность в себе. 4. Медитации осознанности. Медитация осознанности – это техника, направленная на развитие внимания и присутствия в настоящем моменте. Во время такой медитации человек сосредотачивается на своих ощущениях, дыхании, звуках, ощущениях тела или мыслях, наблюдая за ними без оценки и попыток изменить их. Основные принципы медитации осознанности включают: первое – наблюдение за своим вниманием. Замечание того, где находится ваше сознание, и возвращение его к текущему моменту, если оно отвлеклось. Второе. Прием без осуждения. Это отношение к мыслям, ощущениям и ощущениям тела с принятием и спокойствием, без критики или попыток их изменить. Третье. Практика регулярности. Краткие ежедневные сессии для укрепления навыков присутствия и спокойствия. Медитация осознанности помогает снизить стресс, улучшить концентрацию, повысить эмоциональную стабильность и использовать психологические ресурсы более эффективно. Эта техника основывается на буддийских практиках, но была адаптирована для использования в современном мире.